Объединенные Арабские Эмираты объявили трехдневный общенациональный траур по усопшей королеве Великобритании Елизавете II. Сообщается, что с 9 по 12 сентября на всех учреждениях государственного и частного секторов, а также на зданиях дипломатических представительств Объединенных Арабских Эмиратов за рубежом будут приспущены государственные флаги. В школах Эмирата Дубай также прошла минута молчания. По случаю кончины британской королевы, правление которой стало отдельной эпохой в истории, руководство Объединенных Арабских Эмиратов выразило глубокие соболезнования королевской семье и всему британскому народу. В частности, премьер-министр страны Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум написал в соцсетях, что народ Объединенных Арабских Эмиратов присоединяется к миру, оплакивающему уход королевы. Российские религиозные деятели также не остались в стороне. Председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнуддин выразил соболезнования главе церкви Англии Его милости Джастину Уэлби, архиепископу Кентерберийскому, всему британскому народу, и написал следующее. В Священном Коране сказано: «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и все мы к Нему вернемся. Да примет Создатель душу Ее Величества Елизаветы II, завершившую земной путь, простит все грехи и одарит безграничной милостью Своей». С прискорбием и молитвами муфтий шейх Равиль Гайнуддин. Об уважительном отношении королевы к исламу и мусульманам мы говорили в одном из своих выпусков. Однако в исламе есть определенные рамки, которые Всевышний не позволил перейти даже своему посланнику Мухаммаду, мир ему и благословение Всевышнего. Так Господь запретил просить прощения для своего дяди Абу Талиба, который умер не мусульманином. Абу Талиб являлся одним из самых рьяных защитников пророка Мухаммада, по сути способствовал ему в распространении ислама. До нас также дошли сведения о том, что Аллах запретил пророку просить о прощении даже для своей матери, которая не следовала единобожию. Этих случаев, казалось бы, достаточно, чтобы понять и следовать принципам ислама. Однако мы сталкиваемся с тем, что некоторые государства, ассоциирующие себя с исламом, а также религиозные лидеры, грубо нарушают его принципы, на которых зиждется эта религия. Спасибо, дорогой зритель, за твой лайк и комментарий. Это очень важно. Если у тебя есть возможность, смотри нас через VPN-сервис. Реклама поможет монетизировать наш контент.